30-е годы 20 века становятся временем испытания для мировых держав, когда авиация начинает медленно, но уверенно выходить на передний план. Со времен Версальских ограничений на Германию все настороженно следили за ее развитием. Тайные исследования и гражданские программы позволяли ей разрабатывать новые модели самолетов, подготавливаясь к неизбежному столкновению. В этот период не только немецкие инженеры искали возможности улучшить свои разработки. СССР, выходя из извилин тяжелых 90-х и реформ, сосредотачивался на модернизации авиафлота под новые стратегические задачи. За океаном Соединенные Штаты строили мощные самолеты с увеличенной дальностью полета. При этом их подход был более сдержанным, делая акцент на расширении влияния, в том числе через коммерческую авиацию. Великобритания, несмотря на политическую изоляцию, также не отставала. Их программы позволяли создавать одни из самых передовых самолетов того времени. Штормовые облака над Тихоокеанским регионом сгущались, и Япония набирала темпы своим авиационным перевооружением. Вложения в эту сферу были продиктованы необходимостью контроля над Азией и созданием мощного флота для поддержки экспансионистских амбиций. Авиационная революция была частично затруднена мировой экономической депрессией, однако эта эпоха принесла креативность, которая на долгие годы задаст вектор развития. Команды инженеров работали день и ночь, чтобы находить идеальные решения, не подозревая, что следующие десятилетия навсегда изменят как методы производства, так и само восприятие авиации. В следующий раз заглянем в закулисье мастерских, где создаются судьбоносные технологии в условиях жесточайшего дефицита времени. Инновации и открытия здесь становятся вопросом выживания. Удивительно, что в предвоенные и военные годы инженеры работали на пределе человеческих возможностей. Рабочая неделя в некоторых заводах длилась более 70 часов, включая сверхурочные. Это был период, когда одно изобретение могло переломить ход истории, а время стало настоящим противником. В Великобритании, например, программы разработок истребителей Hurricane и Spitfire стали приоритетом, символизирующим силу и надежду на победу в воздушных боях. Несмотря на это, работа шла строго в рамках военного планирования, без лишней романтики, но с высокой степенью ответственности. Инженеры и конструкторы, опираясь на предыдущий опыт и начав внедрять некоторые новаторские идеи, старались максимально активно использовать поршневые двигатели с более мощным охлаждением. Эти мощные силовые установки, даже не подозревая об этом, станут основой будущих авиационных достижений. Да, турбореактивные двигатели уже ждали своего часа, но их звездный час придет позже. Пока же ключевыми оставались проверенные и усовершенствованные поршневые конструкции. В разработках активно участвовали не только опытные специалисты, но и молодые инженеры, которые после соответствующих стажировок начинали вносить свой свежий взгляд и инновационный подход. Это было время, когда смелые идеи иногда можно было воплотить в жизнь только благодаря юношескому энтузиазму в обрамлении знаний и опыта старших коллег. Вопрос времени и скорости упирался в этот назревший технологический вызов, формируя реальные платформы для будущего. Те решения, которые находили свое применение тогда, не все стали моментальной сенсацией. Но именно они начали формировать основу, окончательно изменившую аэродинамику и конструкцию современных боевых самолетов. А теперь прошу вас перенесемся в более детализированный мир моторов и их неизбежного влияния на дальнейшие события авиационного мира. Когда мы говорим о воздушных победах Второй мировой войны, часто остаются незаметными истинные звезды этих сражений. Двигатели. Эти металлические сердца самолетов воспламеняли битвы в буквальном смысле. Америка наращивала свою мощь, опираясь на полную тягу радиальных двигателей. Их Pratt & Whitney R1830 обеспечивал надежную поддержку B-17 Flying Fortress. С другой стороны, Wright R2600 успешно использовался на таких истребителях, как B-25 Mitchell и Grumman F-6F Hellcat. Советский Союз также делал ставку на двигательную мощь. Их истребители, такие как Ла-5 и Ту-2, летали на двигателях моделью АШ-82, в то время как М-105, известный своими жидкостными системами охлаждения, поддерживал репутацию истребителей типа Як-1 и Як-3. Инженеры тут стремились к наибольшей мощности, сохраняя живучесть истребителей на высоте. В Германии инновации шагали рука об руку с амбициями. Поначалу их Messerschmitt Bf-109 оснащался двигателями Daimler-Benz DB601, но по мере развития войны его место занимал более мощный DB605. Говоря о турбореактивных двигателях, нужно отметить, что германский Ми-262 стал первым серийным самолетом с реактивной тягой, официально представив технологическую революцию.
В СССР же эксперименты в данной области начались лишь под конец войны, но их плоды проявятся много позже. Правда в том, что именно эти моторы и стали основой для дальнейшего развития авиации, продемонстрировав, как инженерная мысль и амбиции создают истинные колдуны неба. И в то время, как их жужжание уносило самолеты ввысь, секретные лаборатории стран были заполнены не менее значительными сюрпризами, которые могли бы навечно изменить ход истории. Япония активно разрабатывала инновационные авиационные проекты, стремясь адаптировать передовые идеи для своих нужд. Одним из таких проектов был Накаджима Кика, первый японский реактивный самолет. Идеи для его создания были заимствованы у немецкого Ми-262. Однако Кика предназначался для роли опытного реактивного бомбардировщика и штурмовика. В середине 40-х годов этого самолета планировалось использовать для атак, включая камикадзе. Он обладал длиной около 8 метров, размахом крыла примерно в 10 метров и был вооружен двумя 30-миллиметровыми пушками, способными нести бомбу до 500 килограмм. Специалисты разрабатывали Кика с двигателями Ishikawa-Jima Ne-20, копии немецкого BMW 003, завершая работу над ними в 1945 году. Советский Союз в то время сосредоточился на создании штурмовиков, таких как Ил-10. Ил-10 был разработан для поддержки наземных войск путем атаки наземных целей, с акцентом на бронирование и защиту пилота. Эти машины превзошли ожидания в защите и стали грозными противниками на поле боя. Хотя эти проекты оставались в тени военных стратегий, их влияние на будущее авиации было значительным. Некоторые разработки, которые когда-то считались секретными, позже стали известны. Секретные лаборатории стран были полны сюрпризов и стратегий, оставшихся в истории. Но настоящие загадки все еще скрывались в материалах и композитах, использующихся для создания таких машин. В следующей части мы окунемся именно в достижения науки, касающиеся материалов, и увидим, как они изменили облик военной авиации. Всплеск технологической магии Второй мировой войны затронул и сферу материалов. Дюралюминий, известный как сплав алюминия с медью и другими элементами, уже с первых десятилетий 20 века стал стратегическим для авиации, однако его значение в войну возросло многократно. Немецкие инженеры, включая легендарного Юнкерса, использовали этот материал еще с 20-х годов для отдельных элементов конструкции, что значительно улучшало функциональные характеристики самолетов. Совершенствование алюминиевых сплавов стало настоящим прорывом. Такие сплавы применялись как на Мессершмитт, так и на британском Spitfire. Англичане и немцы сочетали использование дюралюминия с другими передовыми технологиями, такими как алюминиевые монококи, улучшая маневренность и аэродинамику истребителей. Для остекления кабин применялся перспекс, акриловый пластик, который обеспечивал прекрасную обзорность, защищая пилота и снижая вес. Однако СССР пошел по иному пути из-за нехватки стратегических металлов. Боевым решением для конструкций истребителей типа Ладжи G3 стало использование бакелитовой фанеры. Эти древесно-слоистые пластики продемонстрировали выдающуюся прочность и легкость в условиях дефицита, что стало вынужденной, но эффективной мерой, поддержавшей массовое производство истребителей. Советские умельцы внедрили блокировку дюралюминия чистым алюминием, что защищало его от коррозии и значительно увеличивало долговечность в суровых условиях фронта. В ответ на мобилизационные нужды Советский Союз расширял производство алюминия, внедрял вторичный лом, магниевые сплавы и экономил металл. Эти действия позволили удержаться на плаву в условиях дефицита. Мир материалов, что скрывался за величием металлолета, стал важным фактором успешного авиационного превосходства. А пока мы изучали эти новые сплавы, параллельные достижения в аэродинамике готовились перевернуть всяконечное понимание полета. В мире военной авиации Второй мировой войны аэродинамика играла ключевую роль в определении успеха на поле боя. Говоря о революционных изменениях, стоит сразу упомянуть о немцах, которые исследовали преимущества стреловидных крыльев. Исследования Буземана и Мунка в 30-х годах заложили основу для будущих сверхзвуковых истребителей, хотя стреловидность начала активно применяться позже. Британцы, в свою очередь, сделали колоссальный вклад в победу благодаря Spitfire. Его овальное крыло позволило достичь отличного баланса между маневренностью и скоростью, делая его грозным противником в воздушных боях. Тем временем в США инженеры потрясли мир с созданием P-51 Mustang. Этот самолет добавил аэродинамическую изюминку, установив радиальный интеркулер с воздухозаборником под крылом, минимизировав сопротивление и улучшив охлаждение двигателя. Mustang стал синонимом скорости и надежности, обеспечивая надежную защиту бомбардировщиков. Настоящие инновации того времени позволили инженерам не просто мечтать, но и воплощать свои идеи, модернизируя конструкции ради достижения превосходства в небе. Эти разработки
разработки дали основу для последующих поколений самолетов, навечно изменив восприятие авиастроения. Пока инженеры совершенствовали аэродинамику, параллельно шло активное развитие других технологий, которые вскоре раскрылись в новом ключе. Мир радиоэлектроники открывал новые горизонты, и его влияние на воздушные сражения было ошеломительным, даже если тогда это еще не было до конца ясно. В разгар Второй мировой войны мир увидел настоящий скачок в радиоэлектронике. Это был тот момент, когда невидимые волны стали играть решающую роль в воздушных сражениях. Великобритания разворачивала свою первую в мире радиолокационную систему раннего предупреждения Chain Home. Эти станции, выстроенные вдоль побережья, обеспечивали своевременное обнаружение немецких самолетов, позволив британским пилотам подготовиться к обороне. Это было великое воплощение передовых идей и инженерного мастерства того времени. На Восточном фронте Советский Союз тоже активно изучал радиоэлектронные технологии. Хотя их системы распознавания свой-чужой начали получать широкого применения только под конец войны, усилия инженерных групп прокладывали путь к их более масштабному внедрению в послевоенные годы. В течение войны советские инженеры работали над улучшением радионаведения, однако за западными союзниками даже не пытались гнаться. США со своей стороны мобилизовали усилия множества компаний, включая Raytheon и Westinghouse, чтобы оснащать флот и армии передовыми радарами. Компания RCL, хоть и не играла роль основного производителя радаров, внесла свой вклад в развитие радиотехники, среди которой были разработки систем связи и радиолокации. Совместные усилия этой коалиции позволили быстро продвинуться в области радиоэлектронных технологий, обеспечивая авиабазам и военным судам надежную защиту и оперативное предупреждение. Радиоэлектроника прорывалась через барьеры возможностей и становилась основой для будущих инноваций. В эпоху, когда каждый технологический шаг открывал новые горизонты, именно эти достижения заложили фундамент для современных систем, которые мы воспринимаем как данные. Однако не все изобретения смогли увидеть свет. Многие достойные идеи оставались нереализованными, но хранили в себе потенциал для изменения мира. В скором времени мы узнаем о тех проектах, которые оставались в тени, но оказали влияние на последующее поколение авиатехнологий. Многие разработки, появившиеся во время Второй мировой войны, стали предвестниками будущих достижений в авиации, но так и остались на бумаге в тот период. В самом центре этих замыслов был проект летающего крыла от американской компании Northrop. В конце 40-х годов YB-99, одно из первых воплощений этой идеи, демонстрировало необычную аэродинамическую форму, удаляя хвостовую часть для снижения лобового сопротивления. Этот авиационный концепт набрал новую жизнь спустя десятилетия, став основой для знаменитого B-2 Spirit, вошедшего в строй в 90-е годы. Английская страсть к новаторству не осталась в стороне. Хотя в 40-х годах в Британии не было серийных разработок вертикального взлета, идеи авиационных экспериментов вылились в легендарный Harrier в 60-х годах. Этот реактивный самолет демонстрировал, как полет, начинающийся с вертикального подъема, мог стать основополагающим для нового поколения истребителей. Технологии, разработанные в послевоенный период, постепенно переросли в практическую реальность. Не следует забывать и о других значительных начинаниях, таких как прототипы Германии FW-200, которые прокладывали путь к реактивной авиации, но не успели проявиться в бою. В то время как множество идей и проектов не увидели свет в период Второй мировой войны, именно они закладывали основу для будущего. История таких творческих подходов к инженерии может вдохновить на мысли о том, как современная авиация черпает свои основы из прошлого, сталкиваясь с подобными трудностями времени. А пока следующий шаг приведет нас в мир, где женщины стали незаменимыми фигурами в производственных цехах авиазаводов, скрывающих тихую революцию. Второй мировой войны мог стать совершенно другим. Они массово заменили мужчин, ушедших на фронт, и взяли на себя ответственные роли в авиационной промышленности. Работающих на заводах Великобритании, Советского Союза и США женщин было свыше 1 миллиона, и они трудились на сборке самолетов, ремонте и контроле качества машин. Это был их значимый и необходимый вклад в военные усилия. Женщины вносили важный вклад в производственные процессы. Например, на предприятиях в СССР женщины увлеченно занимались контролем качества, где их внимательность и точность давали отличный результат. Эта работа требовала огромной усидчивости, позволяя выпускать сложные детали высокого качества. Изменение гендерных ролей не было мгновенным, выход женщин на заводы диктовался военной необходимостью, но их заслуги стали весомым фактором в последующем изменении общественных взглядов на роль женщин. Женщины действительно участвовали в рабочих процессах, однако проектированием самолетов занимались сформировавшиеся до войны инженерные коллективы. Правда, немало женщин стали ценными помощниками, находя свой путь в инженерных и управленческих командах.
Интересный факт. Женщины не только работали на заводах, но и воевали на фронте, участвовали в подвиге ночных ведьм, женских авиационных подразделений в СССР. Эти отважные женщины не только доказывали свое мастерство в управлении военными машинами, но и прокладывали путь к равным возможностям, подтверждая свои способности и профессионализм в разных аспектах авиации. Продвигаясь дальше по этому временному коридору, перенесемся с заводских цехов на нетронутые авиабазы и логистические узлы, где происходило распределение и обеспечение тех самых машин, от которых зависел успех в воздушных боях. Второй мировой. Сердце тактических и логистических операций, где кипела жизнь и работа по обеспечению всех аспектов воздушного доминирования. Эти центры поддерживали готовность истребительных, бомбардировочных и разведывательных частей. Без их налаженной работы невозможно было представить победу в небе. Инженеры и техники трудились круглосуточно, обеспечивая необходимый уровень обслуживания самолетов и их вовремя возвращая в строй. Создание авиабаз в Советском Союзе регулировалось специальными постановлениями, начиная с принятия соответствующих решений Государственным комитетом обороны летом 1941 года. Масштабное строительство позволяло приближать аэродромы к фронту, что было критически важным для поддержания эффективности воздушных операций и сокращения времени полета. Логистика оставалась одним из сложнейших вызовов. Транспортировка запчастей и топлива на удаленные базы требовала слаженной работы. Важную роль играли транспортные самолеты, и Douglas C-24 Skytrain действительно стал ключевой опорой западных союзников благодаря своей универсальности и грузоподъемности. Однако в воздушных армиях остальных стран использовались и другие модели транспортников, что подчеркивало важность разнообразия воздушного парка. Попытки немецких истребителей вывести аэродромы королевских ВВС из строя через атаки вынуждали использовать как активные меры защиты, так и мастерство маскировки баз. И если в Западной Европе подобные операции сводились к минимуму, то на Восточном фронте масштабное развертывание дальнобойных артиллерий и системы ПВО были необходимы для упреждения атак. Пока персонал авиабаз обеспечивал стабильную логистику, их деятельность оставалась основой для последующих авиационных операций. Однако война раскрыла и невидимые сюжеты, оставшиеся в тени. Истории те, где плененные инженеры и переселенцы воплощали свои навыки по приказу новых хозяев. Мы еще увидим, как эта скрытая динамика влияла на исход и дальнейшее развитие событий. Военная адаптация технологий была ключевой стратегией во время и после Второй мировой войны. Одним из удивительных аспектов этого периода стало использование захваченных специалистов. После войны союзники, особенно США и СССР, активно привлекали немецких ученых для работы над собственными программами. Например, в рамках знаменитой операции Paperclip США завербовали Вернера фон Брауна и других ведущих немецких инженеров, что послужило толчком для американской космической программы. Германия, стремясь использовать все доступные ресурсы, также привлекала захваченных инженеров к работе в своих оборонных предприятиях. Особое внимание уделялось тем, кто мог способствовать усилению их военно-воздушных сил. Немецкие реактивные самолеты, например, Messerschmitt Me-262, занимали центральное место в этих усилиях, даже если их позднее и ограниченное использование не смогло оказать решающего влияния на войну. В СССР после войны немецкие специалисты работали в различных отраслях, от авиации до ракетостроения. Их работа шла не только над восстановлением страны, но и над созданием новых технологий. Несмотря на строгие условия, они жили в специализированных поселках вместе со своими семьями, что давало им относительную стабильность. Эти программы по использованию военнопленных специалистов стали фундаментальными для последующего технологического развития. Они соединили между собой ведущие знания и новаторские идеи, предоставив новым авиаконцепциям известную нам всем фундаментальную базу. Продвигаясь дальше, можно заметить, как эти шаги оказали влияние на авиацию последующих поколений, где прогрессивные идеи выходили из-за кулис и готовились занять свою rightful место в истории. Вдохновленные стремлением к превосходству в воздухе, инженеры конца 40-х начали разрабатывать концепции, которые позже заложат основу для будущих авиационных инноваций. Взять, к примеру, концепцию летающего крыла, активно исследуемую Northrop. Хотя N9AM представлял собой демонстратор этой идеи, его исследования открыли новые горизонты для улучшения аэродинамических характеристик самолета. Что касается технологий малозаметности, то они начали формироваться выступанием уже в 60-х. Петр Уфимцев, советский физик, разработал теорию о рассеивании радиоволн, которая стала одним из ключевых элементов в создании стелс-технологий. Эти идеи значительно позже вдохновили инженерное сообщество, формируя основу для разработки F-117 в Соединенных Штатах, который впервые поднялся в воздух только в середине 70-х.
В свою очередь, первые реактивные истребители, подобные Messerschmitt Ми-262 и Gloster Meteor, продемонстрировали возможности реактивных двигателей. Эти машины несли в себе зародыши будущих авиационных достижений, но широкое применение стреловидных крыльев пришло позже, в большинстве своем благодаря послевоенным советским и американским проектам. Советские инженеры также исследовали потенциал вертикального взлета и посадки, но знаковые конструкции, такие как Як-38, появились лишь в 80-х. Однако идеи, успевшие зародиться в те годы, предвосхитили дальнейшие разработки. Это время стало мостом к новым технологиям, когда разнообразные прототипы заложили фундамент для будущего аэрокосмических возможностей. Влияние этих ранних инноваций остается ощутимым, продолжая формировать путь развития поколения самолетов, которые невозможно было бы представить без этих революционных начатков. Эти идеи создали мост между историей и настоящим, вдохновляя возможности, которые когда-то казались невозможными.